Приветствую уважаемых подписчиков и гостей нашего канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик. К 8 годам 3 месяцам и 15 суткам заключения в колонии строгого режима приговорил в понедельник 27 сентября Московский областной суд неоднократно судимого Александра Окунева, признанного виновным в преступлении, предусмотренном статья 210.1 Уголовный кодекс, занятие высшего положения в преступной иерархии. Сам подсудимый категорически отрицал свой воровской статус, обратившись к главе МВД Владимиру Колокольцеву с соответствующим письмом. На оглашение приговора Александру Окуневу в Мособлсуде ушло около 2 часов. Все это время подсудимый спокойно простоял в аквариуме, не проронив ни слова. Накануне в прениях прокурор попросил признать его виновным по статье 210.1 Уголовный кодекс, запросив для подсудимого 10 лет строгого режима. Мотивируя данное требование, гособвинитель утверждал, что Александр Окунев, носивший до начала 90-х годов фамилию Бриксман, еще в марте 1994 года был коронован вора в законе во Владимирском Централе за безупречную, с точки зрения криминального мира, репутацию. И хотя в обвинительном заключении не указывалось, кто именно короновал Александра Окунева, есть сведения, что к этому были причастны такие авторитетные законники, как Александр Северов и также ныне покойный Тимур Габуни и Ривас Цацишвили. Впрочем, в новом статусе Огонек пробыл недолго. По некоторым данным, в конце 90-х годов Александр Окунев был раскоронован из-за конфликта с другими влиятельными ворами. Якобы он пытался выяснить обстоятельства пропажи в Белоруссии в декабре 1997 года бывшего сокамерника Владимира Клеща, причем обвиняя в этом не правоохранителей республики, а криминального авторитета из Волгограда. Претензии на сходки подтвердить не удалось, после чего Огонек утратил титул вора в законе. Это событие осталось за рамками процесса, зато сам факт коронации Огонька в 1994 году суду подтвердили оперативники УМВД по Московской области, а также двое сидельцев Каширского СИЗО. Причем последние не утверждали, что присутствовали на мероприятии, а заявляли, что слышали о нем от сокамерников. Оперативники, на коронации не присутствовавшие, также ссылались на показания других заключенных. В свою очередь, надзиратели утверждали, что Александр Окунев заявил им о статусе вора в законе сразу по прибытии в изолятор. Хотя впоследствии не подтверждал его, даже не стал ставить в известность о нем сокамерников. Зато обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с письмом, в котором сообщал, что вором в законе не является и ни в какой криминальной организации не состоит. В свою очередь, адвокат подсудимого Тамара Цаболова сообщила, что под следствие по статье 210.1 Уголовный кодекс ее клиент попал в сентябре 2019 года, когда отбывал 10-месячный срок за незаконное хранение наркотиков. Обвинение ему было предъявлено за 2 недели до выхода из СИЗО, пояснила госпожа Цаболова. Видимо, подмосковные следователи никак не могли простить Александру того, что не посадили его на долгий срок. И как только весной 2019 года были приняты новые поправки к Уголовному кодексу, предусматривающие ответственность за занятие высшего положения в преступной иерархии, ему это обвинение и вменили. Александр Окунев категорически отверг свою вину, хотя за последние 15 лет, оказываясь за решеткой за различные преступления, авторитетный сиделец всякий раз ее признавал. За это он получал сроки в особом порядке, что позволяло ему выйти по УДО. По мнению защиты, подобная позиция противоречила так называемым воровским правилам. Также вор не имеет права создавать семью, уточнила госпожа Цаболова, но мой клиент официально женат с 2001 года, и у него есть дети и внуки. В ходе процесса мы просили обвинения представить реальные доказательства обладания Окуневым статуса вора, поясняла адвокат, но таких фактов не оказалось. При этом суд не стал допрашивать Александра Северова, якобы короновавшего подзащитного в 1994 году, хотя еще на следствии мы заявляли соответствующее ходатайство. Видимо, не веря в оправдание, Александр Окунев объявил в этом году 3-месячную голодовку. Александр держал ее с апреля по июль, но мне удалось уговорить его прекратить истощать себя, поэтому он выжил, отметил адвокат. С учетом срока, не отбытого за наркотики, суд назначил Огоньку 8 лет 3 месяца и 15 дней строгого режима,
ограничив его после отбытия наказания в свободе еще на 1,5 года.